Там, по-моему, Зеленский с Макроном предложили 30 дней затишья, решение там земель, не земель, но дальше я не знаю, как бы я каждую ночь молюсь. Честно, я вижу вот так, то, что они пожмут руки, Володя отдаст все эти территории, никому нахер не нужно. Не знаю, начнется стройка просто того, что мы разъебали. Мне кажется, и большинству нашего народа это нахер не нужно. Только Володе, нашему Путину. Это все надо. По контракту я вообще оператор FPV дронов. Но когда я приехал, мне сказали, покупай дрон, а лучше два. Бишь 300-600 тысяч давай, и будешь дронщиком, все у тебя будет неплохо. Скоту даже получше, его хотя бы откармливают перед смертью. По итогу эти молодые ребята приезжают, им дают автомат, 5 гранат, 3 магазина, и иди штурмуй вон тот лесочек. Дойдешь, не дойдешь, ну уже как бы сам решай. Они не могли просто это сделать. Тогда командир сказал, мы идем тогда по вам танкам просто, и все, если вы не выполните эту задачу. Ребята не дошли просто. Их по ним отработали, они 200-е. Загранотряды элементарные, как бы был момент. Тоже на Старомайорском 70 человек обнулил свой командир жить просто. Они откатились, зэки, 300-е, там кто-то без рук, без ног, он их обнулил тут же этой ночью в лесополке. Это уже получается захват. Типа тут русский народ, его надо освободить. Ну а чего освобождать? Такие же люди. Живут, кстати, даже лучше, чем в России, в Москве элементарно. То бишь там, если в Москве уже одни тюрки, узбеки и армяне, там всякая разная национальность, тут, мне кажется, в основном русские. Ну, украинцы. Я, Демченков Антон Олегович, даю согласие на интервью, которое будет сейчас у меня брать. Буду отвечать честно, развернуто, открыто. Подписал в городе Уссурийске, в Уссурийске отборном пункте, контракт на 1 год. Проблема была финансовая. Набрался кредитов на сумму 1 миллион. И у матери коллектора хотели забрать квартиру. Как бы от этого я и подписал контракт. В 143-м МСП был, Сергеевка, Приморский край, пограничный район. Оттуда меня направили 28.03.24 на борт на территорию Украины. Там был прикомандирован в 394-й МСП в 6-ю штурмовую роту. Начали проходить тренировки в течение 1 месяца. И 5 мая 2024 года у нас была поставлена задача зайти на село Старомайорское, Запорожская область. 394 МСП, 2-я бригада, 6-я штурмовая рота. Только от финансов с целью как бы затрехсотиться, на тот кон нам платили 3 миллиона за 300-х. Как бы купить квартиру, жить как человек. Возможность были, просто в краткий срок надо было как бы отдать хотя бы половину суммы. На тот кон было подъемные 500 тысяч. Я отдал коллекторам, и уже как-то было проще решать проблему свою, чтобы у матери не забрали квартиру. Казино, гулянки, алкоголь, клубы, развлечения в основном. Да, я как бы давал себе отчет, но не до конца. У нас там пропаганда, все, мы самые лучшие, тактикульные ребята, у нас все отлично, мы прорываемся вперед без потерь, но когда приехал уже на место, понял, что попал в полную жопу. Отправляли нас с водами по 18 человек без техники, просто вот вдоль лесополки. Нас разбирало прямо на глазах. Да, после первого раза меня ранило, получил категорию Г, у меня сломана шея, перебита вся левая нога. Хотел списаться, но в части сказали, ты здоров, ты бодр, едь опять на войну. Но попал второй раз я по другой причине, как бы получил 3 миллиона, там скинул матери на квартиру, на 500 тысяч гулял. Я любитель как бы употреблять наркотики, марихуана, у меня были свои поля, я поехал на свои поля, насобирал 9 мешков, и на выезде меня взяли сотрудники ГАИ. Как бы пошло военное дело, разбирательство 26 февраля 2025 года. Мне в зале суда сказали, либо 15 лет строгого ты едешь, ну там выживешь, не выживешь, как бы за эту статью неизвестно, либо едешь опять на СВО. Контракт у меня был вот до 25 марта 2025 года, он у меня закончился уже на позициях.
29 марта меня мое же командование вывело, получается, к вашим ребятам, потому что я остался один из 6 из группы, которая заходила. Просидел 2 недели в норе. Ну, скидывали воду, сигареты, как бы с этим особо проблем не было. Но на выходе был туман в 6 утра. Командование сказало, мы тебя будем вводить по ориентирам, без птички. И получается, они меня вокруг деревни просто обвели и к вашим бойцам. Ну, когда я уже понял, что дело пахнет жареным, бросил автомат, каску и сдался. Донецкое направление, Новодаровка, деревня. Вот рядом с Новодаровкой меня и взяли. Второй раз, вот когда меня как бы отправили сюда, я 2 марта прилетел. 2 марта у меня борт был 25 года. 5 марта мы прилетели на территорию Украины уже, потренировались. 15 марта меня отправили на линию боевого соприкосновения, откуда мы выдвигаемся на задачи, село Приютное. 17 марта нас отправили на задачу, прямо по полям, по центру поля. Надо было пройти 3 поля и закрепиться на лесополке Ландыш. Мы не дошли. Нас начал отрабатывать минометный расчет, FPV-дроны. Я остался один. Все остальные погибли прямо у меня на глазах. Я очень рад и то, что попал в плен. Потому что если бы я отошел бы, назад бы отправили бы также выдержать мясо. Насчет плена как бы запугивали все время. Я не знал, что здесь вот так вот относятся как к людям на самом деле. То, что напоили, накормили, не трогают как бы. Информация, да, понятно, то, что вы хотите узнать больше. Но я все даю возможное, потому что я не хочу возвращаться туда просто элементарно. Из-за такого отношения командования. Кормят 3 раза в день, как бы стираешься, моешься, как бы, ну, все идеально, идеально, я считаю так. Потому что показывают, какие ваши бойцы возвращаются от нас, ну, это пиздец. Дистрофик, я не знаю, в наших тюрьмах такого нету даже. Просто, мне кажется, специальное издевательство. Как будто они что-то сделали, не сдались в плен, ну все, ты отнесись по конвенции. Такой же человек. У него нет оружия в руках, он тебе там не грубит, не называет тебя враг номер 1. Он хочет просто домой, к своей семье. В плену лучше, в плену лучше. Просто идеально, я считаю. Потому что там все за свои деньги. Мне, чтобы собраться, я на 50 тысяч просто купил себе обмундирование. Бронники дают там с 200-х, с 300-х, оружие точно такое же. 7 магазинов дали, 7 магазинов и 2 гранаты. Что это такое? Куда это я должен был идти с этим? Просто вот так. Техники особой у нас и не было никакой. Мотоциклы за свои деньги, то бишь заказывали. Там гуманитарной помощи покупали, нам это все привозили. 2 баги, 1 патриот, 1 буханка. В Приморье там сейчас дают 2 миллиона за подписание контракта, в Москве 5 миллионов, но ты их и оставишь, все деньги эти здесь. Просто элементарно. Либо у тебя их заберет свое командование, как было в 394, когда я находился в первой командировке, как говорится. Подходит командир зэков, нам надо 7 буханок. Все отдают карты этому командиру и собирают на эти 7 буханок. Грубо говоря, там миллионов 5-6 в рублях. Гуманитарка, как говорится, до нас не доходит. Ну, ружья у нас были, то бишь там, которые наше местное население с России ружья выдает. Да, ружья мы видели, как бы, но остальное все за свои денежки. Но это вот сейчас в 143-м, когда я был. А когда был в 394, да, броники выдавали хорошие, как бы, с гуманитарки, стрелок. Там хороший такой бронежилет. Автоматы тоже там с 200-х, с 300-х, все пробитые. Честно, вот, снабжение у нас очень-очень все это печально уже подходит к концу. Если я видел в 394 там танки, бэхи, в 143-м я не видел вообще ничего. 1 Урал, и то, который мы там брали у соседей, чтобы съездить там за народом в Юрьевку, к примеру, которые приезжают, чтобы их там забрали и привезли на базовый лагерь. Те, кто платит денежки, просто могут сидеть в штабе. Те, кто дают вот всю свою зарплату, даже может и больше, что-то вносят свое, они сидят в штабе. У них все неплохо. А обычно такой же парень, как и я, один мясо. Без рэбов, без нихера.
То бишь, когда мы подходили, получается, нам надо было еще пройти одно поле до позиции. Ваши включили рэп. У нас нет ни связи ни с командованием, ни с птичкой. Нас никто не смотрит. Мы растерялись и нас начали разбирать в пивихе. Просто как-то на своем элементарном опыте. Или боженька там сверху на меня смотрел, показал эту норку, я в нее спрятался. Просидел 13 дней там. По контракту я вообще оператор FPV дронов. Но когда я приехал, мне сказали, блядь, покупай дрон, а лучше два. Бишь 300-600 тысяч давай и будешь дронщиком, все у тебя будет неплохо. Ну, а когда, если подъемные только 500, и надо решать свои проблемы, из-за которых я приехал сюда. Если честно, даже, грубо говоря, в той же Сергеевке, к примеру, срочник там попался, ему грозит губа, там не губа, ему говорят, подписывай контракт, поедешь ВПшником, поедешь кашку варить, поедешь там блиндажики строить, все у тебя будет отлично. По итогу эти молодые ребята приезжают, им дают автомат, 5 гранат, 3 магазина и иди штурмуй вон тот лесочек. Дойдешь, не дойдешь, ну уже как бы сам решай. Ребят, ну как бы это вообще это того не стоит. Да, вы получите эти деньги, но успеете ли вы их потратить вообще на что-то? Задумайтесь, вы еще молодые. Вы толком не пожили так же, как и я. Сейчас очень жалею. Я хотел бы сделать предложение невесте, увидеть маму. Но получится ли это у меня вообще в следующий раз когда-то? Пока я нахожусь здесь, я себя более-менее чувствую человеком. Отношения хорошие. Но если вы приехали и понимаете то, что ну, шансов выжить нет, лучше сдайте сразу в плен. Я считаю так. Потому что я сейчас хочу жить. Вот это бот Telegram я слышал по радио. Лучше сдаться сразу. Мама, да, плакала, истерила. Бабушка говорила то, что ну я типа не переживу этого, не выживу, у меня не получится. Печально, если честно, но когда меня затрехсотило, я уже там с Ростова позвонил, грубо говоря, она сказала, блядь, сынок, ты молодец, как бы ты выжил, красавчик. Ну, когда отправили второй раз, ну, мама просто промолчала уже, у нее не было слов. Ну, как уже ты остановишь? Первый раз все было свободно, как бы телефоны, все открыто было в 394-м, в 143-м. Мы сдали все документы, все телефоны в штаб. Звонок с родными только 5-10 минут у тебя было, элементарно при них. Ну, как ты можешь при других людях общаться со своими родными, только переписка. 394, да, постоянный штурм, даже, я скажу вам так, получается, 8 мая по рации там было передано 2 ребятам, надо было перебежать с 21-го красного на 25-й красный. Там работали бойцы ВСУ, снайпер, пулеметчик. Они не могли просто это сделать. Тогда командир сказал, мы въебем тогда по вам танком просто, и все, если вы не выполните эту задачу. Ребята не дошли просто. Их по ним отработали, они 200-е. В 143-м, ну так же, откат не дают, сидите, ждите. Все. Загранотряды элементарные, как бы был момент. Тоже на Старомайорском 70 человек обнулил свой командир жить просто. Они откатились, зэки, 300-е, там кто-то без рук, без ног, он их обнулил тут же этой ночью в лесополке. Как бы ни шагу назад, вот эту тему они поддерживают любыми силами, любыми способами захватить эту территорию. Скоту даже получше, его хотя бы откармливают перед смертью. Половину отправляют просто, вот он приехал, к примеру, 3-й раз. 5 дней подготовки, дали броню, автомат, гранаты, иди, штурмуй. Ну вот, я же говорю, я 1 из 6 остался. Первый раз нас осталось 18 человек, 7 человек. То бишь с роты человек 35 осталось, грубо говоря, уже под конец Старомайорского. Это будет продолжаться, будут повышаться суммы подъемные, там, агитации элементарные по всем улицам, подпиши контракт за родину. Я говорю сразу, ну это того не стоит, просто. Зэки, понятно, которым там дают, там, чуть ли не пожизненные, блядь, повезет, не повезет, если честно. Без ноги приедет, ну красавчик, больше не вернется. Но это если повезет без ноги вернуться и откатиться, откатываться по 5-7 километров. Просто элементарно. Или свои же захуярят, птички. К примеру, он откатился без команды, его птичка своя же спалила, отработала по нему. Случай 3 я слышал точно по рации. Такое приветствуется у нашего командования. Ему проще записать без вести пропавший.
чтобы страна заплатила родным 15 миллионов. Там, по-моему, Зеленский с Макроном предложили 30 дней затишья, решение там земель, не земель, но дальше я не знаю, как бы я каждую ночь молюсь, быстрее уже хватит, остановите, хотя бы стрелять остановитесь. Куда? У нас центр России, он пустой, там болото и поля, все, там никто не живет. Куда нам, зачем нам эти земли? Кто за ними будет следить, кто будет за этим ухаживать? Мне оно лично не нужно. Я с Приморского края, это моя маленькая страна вообще. У меня Китай, Корея, Япония, моря. Это уже получается захват. Типа тут русский народ, его надо освободить. Ну а чего освобождать? Такие же люди. Живут, кстати, даже лучше, чем в России, в Москве элементарно. То бишь там, если в Москве уже одни чурки, узбеки и армяне, там всякая разная национальность, тут, мне кажется, в основном русские. Ну, украинцы. От поселков ничего не остается вообще, вот, которые штурмуются. Ну, просто пустота. Смысла я не вижу вообще, ну, как бы, продолжения этой всей ерунды. Это все надо просто закончить быстрее. СВО, может, это было первый год как-то. И то я особо не вдавался в подробности. Сейчас это конкретная война. Потому что, говорят, здесь НАТО, какие-то наемники. Ну да, может, поляки есть определенные, там 2-3 негра всего соберется. Натовской техники нет. Такая же СССР, грубо говоря, там собирается. Те же БМП, те же танки. Ну, однотипное просто. Грубо говоря, воюем сами с собой жить. Да, у вас просто, ну, дроны лучше, дроны развиты. У вас все это как бы получше. У нас там, грубо говоря, 5 FPV, у вас 500 FPV. И все. Вам проще отправить 5 FPV вместо одного бойца, а нам проще 5 бойцов вместо одной FPV. Вот и все. Мясо, элементарно мясо. Оно всегда, мне кажется, и будет так действовать у нашего командования. Зачем там арту тратить, снаряды, танчик, миномет? Если можно отправить 6 человек, дойдут, не дойдут, хуй его знает. Дойдут, красавчики, там получат орден мужества, медальку эту никому не нужно. Но выйдут ли они с этой позиции когда-нибудь? Неизвестно. Прилетит Баба Яга, ночью скинет 2 ТМ-ки и все, и нету этих бойцов. Глупо, все глупо. Вообще просто дай все это назад. Мне оно нахер не нужно. Мне кажется, и большинству нашего народа это нахер не нужно. Только Володе, нашему Путину. Это все надо. Я не знаю, как ты можешь под старость лет, сколько ему там, 76 жить лет получается. Он уже старик, куда ему? Можешь как-то в историю попасть перед смертью своей. Народу это уже нахер не нужно все. Я живу в Приморье, мне чтобы сходить в магазин, купить, грубо говоря, 2 пачки сигарет, там, бутылку молока, десяток яиц, я даю 1500. 1500 рублей вот просто куда. А зарплата 50-60. А если съемная хата еще тоже 1030. Ну, как жить? Толкают, да, на контракты, как бы. Когда я приехал первый раз, да, я себе купил квартиру, мне стало как-то проще жить уже, полегче. Но все равно не такой ценой, честно. Я даже очень пожалел, что такой ценой зарабатывал на эту квартиру. Ну, у меня на данный момент в Приморском крае море, у меня профессия морская, рефмеханик. Да, если сейчас все закончится, вернусь домой, пойду в моря работать. Просто сейчас надо было ехать, чтобы не сесть в тюрьму на очень долго. Остался бы я там жив в этой тюрьме, неизвестно. Честно, я вижу вот так, то что они пожмут руки, Володя отдаст все эти территории, никому нахер не нужно. Не знаю, начнется стройка просто того, что мы ебали. Просто отправление наших войск на помощь. Отстраиваться, разгребать, выносить 200-х, искать 200-х, которые лежат там под завалами, еще неизвестно сколько их там. Это мое конкретное мнение. Я желаю, чтобы отдали эти территории, но они нам, мне лично не нужны. Полнейший геноцид народа. Уже больше 1 миллиона умерло. 1 миллион только подтверждено, а сколько их лежит там, сколько сгнило косточек, не косточек под завалами в этой технике сгоревшей. Могут сделать в 5 вторую мобилизацию элементарную. И поедут просто уже старики. В основном старики, как бы мой, да, грубо говоря, тот же дядя, который был военнослужащим, его также запихнут и отправят сюда. Да, мовиков они вообще, кстати, не жалеют, потому что он всегда 200, везде 200. Он дома сидит, ему 200 падает зарплата. На передке 200 зарплата. Их вообще не жалеют. У меня был в группе, получается, мобик.
Он с 2022, контрнаступ, не контрнаступ, у него 17 контузий, все брюхо перешитое, там, ну, калека, грубо говоря, уже человек-калека, но его так же. Мамуль, я жив, здоров, ко мне хорошо относятся, не переживайте. Лере передай привет тоже, что все хорошо. Просто, ну, все хорошо, ждите меня. Я, может быть, скоро приеду домой. Я люблю вас.